Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Конец вашей черной полосы. Какие же события изменят вашу жизнь и покрасят ее в белый цвет? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Знаете, я бы сказала, что вы стали другой. Вот стали совсем другим. Особенно это может проигрываться после каких-то вот кардинальных изменений в вашей жизни. У кого-то это развод, разрыв с любимой женщиной, да, у кого-то это еще какие-то сложные житейские проблемы, которые они, вас закалили и поменяли. Я бы сказала, что вы стали более жестким, вы стали более недоверчивым, вы стали все больше полагаться на самого себя. Да, в вашей жизни есть такие вот, то ли друзья-приятели, которые могут вам, в принципе, помочь, но все больше в жизни вы полагаетесь на себя. Причем вот женщины я рядом не вижу, вот тем более женщины, которая могла бы стать вот тем хрупким плечом, да, той опорой, той вашей половинкой. Да, вы можете общаться, вот у некоторых может проигрываться, что вы общаетесь там с некоторыми женщинами, кто-то пытается построить отношения, но как-то это все либо же на самом таком начальном этапе, и особых таких вот намерений я не вижу. Это может быть даже просто общение ради общения. Просто чтобы вот, не зачахнуть от скуки, не зачахнуть от какой-то безысходности, от одиночества, да. Потому что, как ни крути, а все-таки хочется любви каждому, хочется половинки своей, да. Поэтому некоторые даже вот чтобы развеяться, просто общаются с женщинами. У вас довольно неплохая работа, я не вижу у вас особых таких финансовых проблем. Причем на работе как-то, доход, я бы сказала, средний. Не хорошо, не плохо, так, среднестатистический доход. Причем как-то вот вас много людей, и среди вас вот есть все-таки завистники вот по работе. Будьте бдительны. Есть люди, которые вами завидуют, есть те, которые могут подставить. Поэтому осторожно. Вот как-то, знаете, у меня такое ощущение, что каждый готов, урвать себе побольше на работе. Кто-то даже доносчиком может быть, вот стукачи, каких называют, да. То есть вот какая-то не очень такая здравая атмосфера, что ли, у вас на работе. Знаете, когда люди вот следят один за другим, вот стучат, ходят начальству, тоже может, кстати, проигрываться такая ситуация. Есть, конечно, коллективы не очень хорошие, когда ты опоздал на 5 минут на работу, а уже кто-то из коллег твоих доложил начальству, что ты опоздал, либо же ты раньше ушел, да. То есть в лицо улыбаются, а сами ходят и вставляют нож в спину, что называется. Так, что еще происходит в вашей жизни? Да, у вас сейчас вот как-то жизнь, чисто материально ориентированная. Очень хочется любви. Причем любви хочется настоящей. Такое, чтобы вот раз и навсегда, да. В принципе, мы все мечтаем об этом, просто далеко не всем везет, к сожалению. В вашу жизнь придет любовь, причем она придет в тот момент, когда вы будете, не очень готовы, что ли. Вот вы как-то расслабитесь. Это будет такое знакомство спонтанное, что ли. Это будет знакомство, когда... Вот вы, знаете, допустим, идете на своей волне, там, по делам, может быть, там, на работу, с работы, да, но голова чем-то другим занята. А здесь вот это может быть, знаете, вот, к примеру, я приведу, в очереди, как люди стоят, там разговорились, да, слово за слово о том, о сём, о жизни, и все, и ты чувствуешь, что все, ты попал, ты пропал, что это твой человек, что вы вроде бы чужие люди, а вы как будто бы 100 лет уже знакомы, и понеслась жара. Но это я утрирую, приблизительно, то есть абсолютно будет такая какая-то, знаете, обстановка, не располагающая к романтике точно.
что же будет дальше? Так, и снова вы императором выпали. Смотрите, причем вот как раз вы влюбитесь, вот как мальчишка. Почему я говорю, что вы не очень будете готовы, да, с одной стороны, голова чем-то занята, с другой стороны, может быть, там, знаете, какие-то свои мысли вообще на другой волне. И здесь на тебе стрелы Амура. Причем вот вы влюбитесь до такой степени, что у вас будет такая вспышка ревности, просто безумнейшая, как, ну, я не знаю, как у мальчишек 20-летних, наверное. Причем вы будете даже устраивать сцены ревности. Держите себя в руках, я вам скажу. Вы будете, причем блондинка, скорее всего, проигрывается. Да, у нас обычно брюнетки часто проигрывались, но сейчас вот скорее блондинка будет. Моложе вас, такая вся романтичная, такая покладистая и в то же время безумно страстная женщина. У вас такие ревности взыграют, что вы с трудом будете совладать. Из-за этого могут у вас с этой женщиной проигрываться конфликты именно на фоне вашей ревности. Вы будете вот, ну, на пустом месте ревновать, просто потому что вот влюбитесь как мальчишка. Да, сейчас вам, может быть, кажется, да, это все сказки, да, это чепуха, да, у меня уже возраст не тот. Ну, то есть вот эти все ваши отмазки, которые вы так любите. Вы настолько, знаете, вот как, я не знаю, то ли это ваши собственнические инстинкты вас заграют, что вот мое и все, вот влюбился, значит все, посажу под колпак, и не дай бог кто-то на нее посмотрит. То есть будьте осторожны, из-за этого могут быть конфликты, причем беспочвенно, на пустом месте, из того разряда, что вот не так кто-то на тебя посмотрел, ты слишком коротенькое платье одела, ты где-то задержалась, где ты с кем была, ну то есть, ну это трэш просто. Это будут вот такие вот, знаете, нападки именно из-за ревности. Поэтому, ребята, я вас предостерегаю. Человек абсолютно не будет давать вам никакой почвы для ревности, но в вас заиграют вот эти вот собственнические нотки. Так, что же будет еще в вашей жизни проигрываться? Смотрите, мы сейчас коротко пробежимся. Те из вас, кто хочет заняться своим делом, будет довольно неплохой период, очень денежный, очень прибыльный. Если у кого-то есть свое частное предприятие, свой бизнес, там свое дело, можете довольно неплохо заработать. И будет такой тандем, кстати, у вас и в любви, вы можете вплоть даже до брака дойти с вот этой вашей жаркой такой любовной любовью. Плюс по деньгам довольно неплохой пойдет заработок. Смотрите еще также, у кого вот есть именно вот свое дело, я делаю акцент. Может быть там частные, знаете, вот предприниматели. Могут оживиться конкуренты, поэтому осторожно как-то, вот я не знаю, конечно, вот этих всех финансовых маневров, но держите ухо востро, вот будьте начеку, потому что конкуренты могут строить какие-то козни, потому что у вас дело пойдет вот, ну, вверх реально. И ну, вот эти вот зависти, конкуренция, да, могут ставить разные палки в колеса и могут разные пакости делать. Поэтому будьте осторожны в этом плане. Так, что еще будет в вашей жизни, да? У нас полоса абсолютно не черная идет. Вот единственное, вот смотрите, конкуренты там могут оживиться. Так. Смотрите, в вашей жизни появится еще одна женщина, но я думаю, это женщина скорее из прошлого, с кем были отношения. У кого-то это был, может быть, роман, там, левак, так сказать, да. У кого-то это была, может быть, любовь из прошлого, но это, ну, я думаю, это не бывшая. Давайте уточним. Нет, это не бывшая. Но с ней, скорее всего, либо были отношения, либо же вот-вот чуть-чуть не дошло до отношений, ну какая-то симпатия, влюбленность была.
женщина появится, она сама проявится и захочет вот, ну, как бы вспомнить былые года, захочет снова с вами зароманить, вспомнить там у кого-то молодость, может быть, вспомнить прошлое. Но вот какая-то она мутная, вот что-то она будет не договаривать. Вот она чисто, знаете, она чисто появится для того, чтобы стать любовниками, чтобы вернуть прежний азарт какой-то, прежние отношения, которые, может быть, не очень-то получились. Но вы, я думаю, не согласитесь, потому что у вас вот эта вот ваша любовь, которая появится, она затмит все. Поэтому вот этой женщины из прошлого, ну, здесь шансов просто никаких не будет. Вообще, я вам скажу, у вас не будет недостатка в женском внимании. Я не знаю, почему, вот я даже читаю ваши комментарии, то некоторые, ну, реально просто опустили руки, и уже все, там у кого-то возраст поджимает, кто-то уже женщинам не верит в любовь, не верит в отношения, там, да. Ну, я не могу сказать, что у вас будет нехватка там какого-то внимания. У вас, в принципе, женское внимание будет всегда. Другое дело, что вы, ну, либо же не обращаете, либо не хотите обращать на это внимание. У кого-то, может быть, женщина вам не по душе, не по сердцу не нравится. Кто-то ходит на своей волне, да, вот дом-работа, дом-работа. Поэтому вы, может быть, и не замечаете. У вас всегда, в принципе, будет женское внимание. Причем, внимание, и замужние, и холостячки, да. Ну, то есть здесь можно, вот кто даже хочет зароманить, вы можете зароманить. Вот просто обращайте внимание. Кто, может быть, остановил взгляд на вас пристальный, да, вы знаете, как заинтересованная женщина смотрит, может быть, кому-то улыбнулась, может быть, кто-то там намекает в гости прийти, там, или еще что-то там отремонтировать. То есть я не вижу абсолютно проблем в личной жизни. У вас, я бы сказала, даже вот начнется такой активный вообще период во всех отношениях. И в области работы, и в области личной жизни. Но опять же, у вас будут серьезные отношения. Это помимо вот этих отношений, я имею в виду, еще будут другие охотницы за вас. За вами, вернее. Вы-то выберете эту женщину, да, вы будете ревновать, вы будете мозг выносить своей ревностью, это тоже будет. Но помимо этого, охотниц за вами тоже будет хватать. Поэтому, кто хочет серьезных отношений, пожалуйста, у вас будет женщина. Кто хочет легких, чисто пороманить, тоже добро пожаловать. Охотниц всегда хватает. И тем более, что, ну, я думаю, вы все прекрасно знаете, что, ну, если просто для романа, для интима, ну, выйди, только моргни. Одиноких женщин сейчас пруд пруди. Даже замужние готовы прыгать направо-налево. Просто, ну, оно противно, конечно, с замужними, да, вот, как будто ты в грязи извалялся. Вот как-то так. Поэтому я не знаю, почему некоторые из вас опускают руки, не верят там в любовь. Вы просто не хотите замечать. Вот я вам честно скажу, вы просто не хотите замечать вот эти все женские взгляды. У кого-то это женский флирт, у кого-то это просто улыбки, да. Но женщина не будет просто так улыбаться всем подряд. Если мужчина ей не нравится, но она не будет улыбаться. Не, ну, конечно, если у нее там какой-то психический диагноз, то, может быть, она всеми улыбается, ходит, да, ей всегда хорошо и весело, но это уже психиатрия. Вот. Поэтому, ребят, оглянитесь, осмотритесь. У кого-то это соседка, может быть, у кого-то это по работе коллега, кто-то ездит в автобусе, да, ну, женщин пруд пруди. Точно так вы можете даже остановить взгляд, если женщина понравилась. Где-то улыбнулись, где-то заговорили, да, может быть, помощь свою предложили. И понеслась жара. На самом деле не такой страшный черт, как его малюют, да, как говорят. Поэтому дерзайте, и будет с вами счастье во всех отношениях. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!